Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Jenny, и в этом видео расскажу, почему на самом деле занятия с носителем неэффективны. Давайте прям конкретно по пунктам разберем. Во-первых, носитель – это совершенно не значит профессор с лингвистическим или педагогическим образованием. У меня есть один знакомый американец, который преподает английский, так это его совершенно не смущает, что до этого он работал слесарем. А другой мой знакомый албанец выдает себя за чистокровного итальянца и работает в одном из лингвистических клубов в Санкт-Петербурге. Все это я веду к тому, что на самом деле носителю будет достаточно сложно объяснить вам тонкости фонетики или грамматики. Это то же самое, что представьте, например, я, как француженка, спрашиваю вас, а как определить род существительного в русском языке? Или, например, у меня не получается звук «ы». На самом деле для иностранцев это один из самых сложных звуков в русском языке. Вот как вы мне все это объяснили? Напишите в комментариях. Поэтому только русскоговорящим преподавателю такое под силу. Второй момент – это разница в уровнях. Речь носителя, как правило, достаточно быстрая, насыщена специфическим юмором и сленгом. Поэтому если вы только начали учить язык или застряли где-то в серединке, то вам будет достаточно сложно настроить коммуникацию. Конечно, никто не спорит, если у вас уже уровень B2 или C1, то занятия с носителем только приветствуются. Однако, если ваш уровень ниже, то это потеря и времени, и денег. И третье – это если вы занимаетесь с носителем, который не знает русского. Ну, например, вы учите с испанцем испанский, и он не знает русского. Проблема здесь заключается в том, что он не сможет научить вас, как думать на испанском языке, потому что он и понятия не имеет, как устроено мышление на русском. И только русскоговорящий преподаватель, который хорошо владеет испанским, поможет вам сделать этот переход с русского на испанский. Конечно, существуют исключения из правил, и несмотря на профессию, есть люди с талантом преподавания и эрудицией. Однако в целом, например, я вообще никогда не занималась носителем, но это не помешало мне стать полиглотом. Поэтому, если вы решили самостоятельно изучить грамматику, то смотрите вот это мое видео по ссылке. So, if you like my video, make sure to give it a thumbs up and subscribe. See you again in the next video. Bye!